Привет! Меня зовут Марина, и вы смотрите канал Russian Language Club, канал о русском языке и все, что с ним связано. Кажется, вам понравилось мое предыдущее видео с глаголом платить и разными префиксами, которые мы добавляем к глаголам. Мы, то есть те, кто говорит на русском языке. И в этом видео мы разберем похожий глагол, не совсем похожий, но к этому глаголу мы тоже добавляем префиксы. Глагол сказать. Может быть, вы слышали, и вы даже сами говорите такие слова, как рассказать, рассказывать, подсказать, подсказывать, пересказать, пересказывать и другие. Давайте в этом видео разберемся, сколько префиксов, какие бывают префиксы с глаголом сказать и что они обозначают. Итак, в этом видео я вам все расскажу. И давайте начнем с популярных слов. Рассказывать, рассказать. Несовершенный и совершенный вид. Imperfective, perfective. Рассказывать, рассказать историю. Рассказывать, рассказать сказку. Рассказывать, рассказать легенду. Рассказывать, рассказать обо всем. Обычно мы используем эти слова, когда хотим показать, что мы будем говорить не одну фразу, не одно слово, а что-то большое, у чего есть начало, середина, конец. Например, моя бабушка любила рассказывать сказки. Какие еще истории вы мне можете рассказать? Ну и так как в русском языке есть рассказывать, рассказать, также есть и пассивная форма рассказываться. Мы можем говорить: в этой истории рассказывается о герое из прошлого. Или в этой книге рассказывается о любви. Следующее. Высказывать, высказать. Обычно, когда что-то вам очень хочется сказать, и вы это высказываете, выскажите. Высказывать, высказать мысль. То есть она где-то, эта мысль в голове, внутри головы, и вы ее выпускаете, вы ее высказываете. Высказывать, высказать мысль, высказывать, высказать предложение и так далее. Никто не ожидал, что директор выскажет мысль о переезде офиса. И также есть возвратные глаголы: высказываться, высказаться. То есть сказать свое мнение о чем-либо. Я не удержалась и высказалась по теме его доклада. Следующее. Пересказывать, пересказать. Что значит рассказать своими словами? Например, вы прочитали текст, и теперь вы его не говорите дословно, то есть слово в слово, что было написано в тексте. Нет, а вы рассказываете своими словами, как вы поняли. Может быть, какие-то моменты вы пропустили, но вы выделили для себя самое главное, и об этом вы рассказываете, то есть пересказываете, перескажете. А еще есть разговорное значение, оно чем-то похоже. Это также рассказывать то, о чем вы узнали, но рассказывать более подробно, и обычно мы говорим это о новостях. Не надо мне пересказывать новость, я сама умею читать. У нас с вами такие глаголы, такие темы школьные, так что возьмем следующее слово: подсказывать, подсказать. Секретно, тайно сказать другому. Нельзя подсказывать на экзамене. Обратите внимание, что это именно в той ситуации, когда другой не знает информацию, которую вы ему будете говорить, и вы ему подсказываете или подскажете. А еще мы можем подсказывать какие-то действия. Например, вы не знаете, как учить русский язык, и я вам подскажу. Я вас направлю на правильное изучение русского языка. Это тоже подсказывать, подсказать. Еще вариант. Предсказывать, предсказать. А здесь уже добавляется какая-то магия. Сказать заранее,
о том, что будет потом. Не люблю эту женщину, она почему-то всегда хочет мне что-то предсказать. Интересно, а вы верите в предсказания? Если вы верите, или, может, если вы этим занимаетесь, то есть предсказываете будущее, предсказываете судьбу, напишите в комментариях, что меня ждет на YouTube дальше. Или, может быть, вы предскажете, какое будет следующее видео. Есть еще парочка глаголов, например, досказывать, досказать. Не так часто мы его говорим, но все-таки я считаю, что вам нужно знать и эти слова тоже. Досказывать, досказать – это закончить рассказывать, закончить свою мысль. Ну, в общем, закончить рассказывать то, что вы уже начали. Бабушка, пожалуйста, доскажи нам сказку сегодня, а не завтра. Последнее слово – сказываться, сказаться. Здесь, обратите внимание, у нас нет префиксов, это просто глагол сказать, но с постфиксом ся, с окончанием, таким окончанием ся. Сказываться, сказаться. И у этих глаголов есть несколько вариантов значений. Сказываться больным. Или, кажется, она часто сказывается больной, наверное, потому что не любит ходить на работу. Это значит, вы называете себя больной, но по факту вы не болеете. И второе, сказываться, сказаться на чем-либо, то есть оказать влияние. Курение пагубно сказывается на вашем здоровье. Не курите. Вот и все. Это был глагол «сказать» с разными префиксами. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи. И да, не забудьте все-таки предсказать мою судьбу и предсказать следующее видео. Пока-пока.